Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю горячее и вкусное блюдо гнезда тальятеллы с фрикадельками в ароматном томатном соусе буквально за 30 минут. Нежные макароны с сочными фрикадельками томятся в насыщенном томатном соусе. Все готовлю в одной сковороде. Быстро, удобно и без лишней посуды. Если вы не знаете, что приготовить сегодня на обед или на ужин, чаще заходите ко мне на канал. У меня есть много интересных блюд для вас. Для рецепта мне понадобится сначала я заправлю фарш. Для этого 2 зубчика чеснока режу довольно мелко. И также небольшими кусочками режу репчатый лук. Добавляю лук и чеснок в фарш. Я использую фарш говядины, можно использовать любое мясо. По вкусу добавляю соль, перец, и также я буду добавлять сушеный чеснок, пол чайной ложки паприки и пол чайной ложки смеси итальянских трав. Хорошо все вымешиваю. Для рецепта я буду использовать вот такие небольшие гнезда тальятеллы. У меня всего здесь 250 граммов и 10 гнездышек. И сейчас я из фарша сделаю 10 фрикаделек. Фрикадельки у меня получаются такие довольно крупные. Хорошо их поджимаю. Для соуса средними кусочками режу чеснок и лук. Включаю разогреваться сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла. Я использую оливковое, можно использовать любое растительное. Отправляю обжариваться сначала чеснок, буквально секунд на 30, чтобы он дал свой аромат. Теперь добавляю лук. Обжариваю его до легкого золотистого цвета. Огонь можно сделать чуть тише. Когда лук обжарился, добавляю в сковородку томаты в собственном соку. У меня вот такие итальянские томаты, баночка 400 граммов. Добавляю в баночку воду, взбалтываю, выливаю. Огонь делаю тише. У меня томаты здесь не порезанные, но сейчас я их очень легко вот таким образом раздавлю лопаткой. Если у вас нет таких томатов, вы можете использовать просто томатную пасту, разведите ее водой. Только немного томатную пасту обжарьте в масле, чтобы убрать вот такой металлический привкус пасты. И, кстати, если вы хотите, можно использовать и свежие помидоры, но предварительно с них лучше снять кожицу. Добавляю в сковородку оставшуюся воду. И теперь, конечно, добавляем по вкусу соль и черный перец. Чайную ложку сушеного чеснока. Чайную ложку паприки и добавляю чайную ложку орегано. Обязательно для баланса вкуса добавляйте немного сахара. Перемешиваю, и обязательно соус надо попробовать на вкус. Если еще вот такие получаются большие кусочки томатов, их можно еще немного размять. Я добавляю еще немного сахара. Вот теперь вкус идеальный. Сейчас огонь делаем минимальный, чтобы было такое легкое кипение. Выкладываю в соус гнезда тальятеллы. У меня сковородка диаметром 28 сантиметров. И, друзья, обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам моя новая рубрика «Горячее и вкусное», где я предлагаю варианты полного обеда или ужина. И теперь сверху в каждое гнездышко я укладываю фрикадельки. Они как бы будут готовиться частично на пару, частично в соусе. Я добавлю сюда еще немного воды. Макароны должны быть покрыты больше, чем наполовину. Закрываю все крышкой и под закрытой крышкой готовлю на небольшом огне примерно 20 минут. Итак, друзья, я продолжаю съемку на балконе. У нас выключили свет, а когда выключают свет,
такое иногда бывает, то это может быть надолго. А мне кажется, что этот рецепт достоин того, чтобы его для вас доснять. Итак, посмотрите, у меня здесь уже очень хорошо вот таким образом кипят макароны. Обязательно проверяем, чтобы было достаточно жидкости. Если жидкости не хватает, надо немного добавить. Закрываю снова крышкой и готовлю дальше. И вот мой небольшой уголок, где я вам готовлю сегодня обед. И я к моему блюду сделаю легкий греческий салат. Он сюда как нельзя лучше подходит. Режу помидор. У нас включили свет, и я продолжаю в привычной обстановке. Режу помидоры. У нас сейчас во Вьетнаме сезон дождей, который начался фактически на 2 месяца раньше. И это для всех очень удивительно. Дожди настолько сильные, с такими сильными грозами, что у нас периодически пропадает свет. Вкладываю помидоры в салатник. Такими довольно крупными кусками режу огурцы. Также крупно режу болгарский перец. Половинку красной луковицы режу перьями. Овощи солю. Не надо слишком много, так как оливки соленые и соленый сыр фета. Поливаю соком лайма. Я выдавливаю примерно половину. Это где-то миллилитров 15. Сверху разбрасываю оливки каламата. Это вот такие темно-фиолетовые оливки. Какие же они вкусные. И, конечно, сыр фета. Ломаю его вот такими довольно крупными кусочками. Я не буду использовать весь сыр, возьму примерно половину, около 100 граммов. И сверху все щедро поливаю оливковым маслом. Последний штрих – щепотка орегано. Салат готов. Посмотрите только, какая красота получилась. Уже все готово. И мне абсолютно не помешало то, что не было света. Сейчас один маленький штрих. Сверху можно натереть немного сыра. Какие же итальянские макароны без сыра? На пару секунд закрою крышкой, чтобы сыр расплавился. Плиту выключаю. Сверху все немного присыпаю петрушкой. И наш шикарный обед готов. Вот такие вкуснейшие макароны с фрикадельками и с греческим салатом. На мой взгляд, обед получился просто великолепный. Рекомендую его приготовить и попробовать. Тем более, что это так просто. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Язикок «Позитивная кухня». Всем пока!